Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендже Sims 4. И это наш челлендж «Сбежавшие подростки», которые в самом разгаре, в самом начале, можно так сказать, хотя они хорошенечко продвинулись, в принципе, в своем мире, в своей жизни, в своем участке. Сейчас мы посмотрим, как они развиваются. Я вам прежде хотела показать, что у нас зима. Вот так вот выглядит зима, чтобы вы знали. Я не знаю, здесь будет снег или нет. Ну, есть города, в которых вообще нет снега. Например, новый город Тартоза, там дожди идут зимой. Здесь я что-то как-то не знаю. Мне казалось, что здесь есть снег, но, как видите, его не очень-то и есть. Зато мы, получается, уже в позатой серии, проголосовав за поправки, за внесение каких-то изменений в нашу жизнь. И как видите, они работают. То есть вот у нас куча зелени, у нас убрался мусор. И единственное, что нам, я так понимаю, нужно следить, чтобы не отменили эту штуку, потому что я так понимаю, что ее можно отменить. Вот когда все примут, вот вообще все инициативы примут, что будет тогда? Вот мне интересно. Ну, короче, надо за этим следить, потому что в этом городе это прям сильно очевидно. Если что-то поменяется, здесь будет это особенно заметно. Но, как видите, все такое зелененькое, классненькое. Но вот зима. У нас зима. Воскресенье, первый день зимы. У нас переменная облачность, холодно. Вот так вот, видите, это так выглядит зима. Так, в прошлой серии мы построили новый домик, ну, точнее, место нашего контейнера. У нас теперь есть полноценный деревянный домик. Я решила, что он будет более-менее, ну, так, адекватно смотреться в плане того, что он типа эко, типа такой из дерева, потому что я не люблю бетон, стекло и железо. Вот эти все конструкции, я их вообще не перевариваю. Поэтому у нас все такое вот такое вот деревянненькое типа. И у нас даже есть порч, у нас есть задний дворик, который не задний. Ну, вот из-за того, что здесь каменючки, я решила, что вот он такой будет у нас задний дворик, чтобы, не чтобы это все выглядело более-менее комфортно. Надо только этот заборчик сделать, потому что, мне кажется, как-то без заборчика некомфортненько. Вот, еще я говорила о том, что я не буду перестраивать этот дом, но я думаю, что я буду перестраивать этот дом, потому что он все-таки не очень такой удобный, либо я его еще плохо обставила. В общем, как-то, не знаю, пока мне не получается ничего с ним. Так, мои товарищи, кстати, кто-то спит из них. Наша Сэмми уже как раз... Ой, Сэмми. О, это из прошлого... Это ее мама из прошлого челленджа. Это Пайпер, на самом деле. Кстати, за счет того, что первые 4 серии я снимала залпом, простите меня, пожалуйста, но я не могла оторваться и выкладываю их постепенно. Вы мне там надавали кучу полезных советов. Вот я только сейчас могу их применить. Первое по поводу растений, что нужно переночевать на участке. Это, оказывается, да, вот тогда можно только снять урожай. Хотя мы какой-то урожай смогли, какого-то цветочка снять. Но основной урожай, да, у нас не получилось. Но, как видите, у нас тут был праздник урожая. И, в принципе, вот все, что как бы мы посеяли, я думаю, оно так и будет. То есть какие-то продукты, просто в воскресенье нужно ездить на ярмарку покупать, такие, бытовые. Прям совсем такого огородища я не знаю, будем мы делать, не будем мы делать, учитывая то, что у нас здесь ограничение пустой холодильник, то есть то, что купили, то и приготовили. У нас нет электричества, как вы помните, зато купила вторую турбину. Я так переживаю, чтобы у нас было электричество, я настолько волнуюсь по этому поводу, что я купила в итоге вторую турбину. Так, что ты хочешь? Пока я буду с вами болтать, я отправлю дамочку помыться. У нас, кстати, вот этот душ мы купили, ой, не купили, как раз-таки нашли в мусорке. Сейчас по этому поводу у нас будут небольшие изменения. Так, у нас вроде какие-то есть остатки пищи. В общем, иди мойся, иди собирайся. Вот почему он просто так кидает, я не могу понять. В чем проблем? В чем проблем? Так вот, по поводу рыться в мусорках. Я решила ограничить это дело, потому что все равно это достаточно, ну, не могу сказать, что супер-пупер прибыльное. У нас как-то редко такое случается. Хотя, в принципе, более-менее часто, кстати, начали встречаться. Вначале это как-то было вообще очень редко, чтобы какие-то предметы. И, кстати, единственный предмет, который был адекватный, это был вот этот душ и один из столов мы нашли. Вот этот столик мы нашли на свалке. То есть у нас вот 2 стола, и все как бы. А все остальное было плохое, то, что можно было только продать. То есть его можно было заменить за какую-то сумму, но это вообще как бы бессмысленная история, мне кажется. Либо продать, поэтому я их продавала. Вот. Так, кушай, моя хорошая, и надо, наверное, вот тут уже высохло, я думаю. Да, надо бы еще постирать. Вот, но
Чё еще хотела сказать по поводу вот растений. Да, спасибо, я поняла. Это странная штука, но она как бы есть. Давайте быстренько лягушек размножим, чтобы можно было. Еще можно, кстати, раскидать типа лягушек по разным людям и продавать их, ну, и скрещивать их, и за счет этого в 2 раза больше. Я решила этого не делать, вот честно, потому что это тоже как-то... Ну вот у нас Пайпер занялась этим делом, и пусть как бы занимается дальше этим делом. Так, что у нас тут? Вот, я хотела размножать. И давайте с какой-нибудь простой лягушкой. Подсолнечная, бычий глаз, гипнотическая. Вот давайте гипнотическая. И что мы получили? Мы получили две цветочные. Ну, короче, получить какую-то новую эту лягушку очень и очень сложно. Вот, так приоритет останется у Пайпер, пусть она занимается лягушками. Мы, собственно говоря, сейчас поедем, освежим свой набор лягушек, я надеюсь. Вот. И, как вы помните, они должны готовиться к поступлению в университет. За счет этого они должны прокачивать свои навыки. И вот у нас ей бы обаяние, как раз у нее обаяние, научные дебаты и логика. Что ты? Что случилось? Неприятная, скверно приготовленная еда. Отлично. Ну, в смысле, не отлично, а ужасно. А еще мне интересно, у нас же, получается, сейчас должно хватать электричества на наш холодильник, потому что у нас, в принципе, вот только ноутбук, но пока вы им не пользуетесь, он как бы не работает. И холодильник, а все освещение у нас свечи, вот эти лампы, то есть больше ничего не использует электричество. И, кстати, вот эта штука, вот эта раковина, не штука, раковина, она не использует воду, она типа можно на участке без воды. У нас, получается, воду используют только вот этот, и унитаз тоже не использует воду. Почему-то там есть варианты хороших вещей, которые как бы пишут о том, что их можно использовать на участке без электричества, ну, без воды и электричества. Вот, вполне можно обставить. Я думаю, что я так и буду придерживаться, то есть какие-то только базовые, прям необходимые вещи типа телевизора впоследствии, я думаю, я куплю, что будет использовать электричество, а так вообще можно и обойтись и тем, что есть. Вот. Как ей не нравится эта еда, ну, долго ты еще будешь. Вот. Хотя бы немножко получше настроение было. Так вот, им надо готовиться, им нужно новых лягушек натырить, я надеюсь, чтобы расширить все это место. Потому что, чтобы они учились в университете, скорее всего, им придется платить. Но я думаю, что за счет того, что они лучшие ученики, они, кстати, оба уже там супер-пупер ученики, то им, скорее всего, дадут стипендию как лучшим ученикам. Как вы помните, как раз-таки Сэмми и Тимин, они не подавались ни на какую стипендию, и они оба получали стипендию, но в разном... Так, так, продать все. Собери, пожалуйста, весь урожай. Посмотрим, сколько у нас денег выйдет на урожай. Тут в основном цветочки, тут нету каких-то растений, насколько я помню. Здесь у нас розовый куст, здесь у нас что? Хризантема, крокус и бегония, львиный зев и что у нас тут? Грушевое дерево. Ага. Из еды у нас только грушевое дерево. Давайте посмотрим, сколько она денежек нам может принести. Что у нас здесь? Хризантема 60. Ну, нормально. Тикс, львиный зев у нас такой себе. 64. Тик, 54. Ну, как бы нормально. И все. У нас роза сейчас не цветет. Это что? Я вот этот лежак варвар, я его нашла и ничего не могу с ним делать. И, кстати, идея по поводу того, что использовать вот эти все вторсырье, короче, которое мы находим, ездить за счет того, что я на рынке там им поставила, где вот на том рынке у нас и есть для переработки. Это хорошая была идея, потому что оно прилично стоит, и это можно как-то вот... Что ты хотела? Сменить воду, какая ты заботливая девочка. Нам нужно подождать, пока наш Лори проснется. Мы пока покопаемся, если тут вообще это возможно искать. Вот 3 раза и все. То есть если вторсырье, мы впоследствии съездим, что-нибудь создадим. Вот. Может быть, что-то даже для себя оставим. Ну, в основном, скорее всего, будем продавать. Так вот, что нам нужно сегодня вот в этой серии, в принципе, сделать? Это надо подготовиться к университету. Максимально, как это возможно. Так, туалет сейчас пока занят. Как раз у нас вот Лори проснулся. Я почему хочу сейчас, кстати, поехать в
Willow Creek, потому что у нас маловато все-таки электричества, а этому товарищу нужно прокачивать свой навык писательства, который совсем вот второй только у него навык. Нужно хотя бы 4-5, чтобы были ключевые навыки их. Вот ему писательство нужно, по-моему, тоже обаяние, научные дебаты. Вот, как-то еще все очень не очень. Как бы нужно это все прокачать, и нужно более-менее привести как-то дом в порядок, то есть подзаработать денег, как-то немножко его, ну, как-то красивеньким более-менее сделать, чтобы ему комфортно было там жить. Вот. Плюс у нас вообще-то, кстати, еще счета в понедельник придут, нам нужно заработать денег на счета. Давайте посмотрим, сколько у нас будет. Показать не налоговые льготы. Короче, 300 у нас будет примерно, да? Вот, у нас сохранять, продать сейчас. Нет, давайте все это сохранить. Ну, короче, у нас примерно 300 симулеонов будут счета, нужно это учитывать и не забывать, потому что я регулярно, честно, забываю. Ему тоже не понравилась еда. А ты что нашла, дорогая моя? Ты не... О, плита! Кстати, в сомнительном состоянии нет, мы не сможем ее использовать. Я бы с удовольствием, честно, ее использовала, потому что, по-моему, вот эта плита работает без этих... Надо глянуть, но, скорее всего, она ужасна. Так, подождите, что она еще нашла? Тоже стул для спиритического сеанса мусорным, но в сомнительном состоянии. Печалька, печалька. Так, надо тебе, наверное... Нет, в душ ты не пойдешь, потому что тебе жуткий дискомфорт. Грязная одежда просто отвратительно давно. Пора устроить большую стирку. Серьезно? Мы же только что постирали и свежую одежду взяли. Ладно, я надеюсь, это пройдет. Сейчас тогда вот она докопается. Лори у нас уже практически готов, и мы поедем в Willow Creek. Что такое? У тебя все уже закончилось, типа, да? Ну, это, скорее всего, то, что накопалось в мусоре, у нее так, ну, с одеждой все печально, все печально. Так вот, в Willow Creek наш товарищ Лори будет сидеть там на улице, где есть электричество, и в своем ноутбуке копаться, ну, в смысле, учиться писательству. Наша Пайпер будет искать новых лягушек, и, возможно, как-то обаяние прокачивать. Ну, короче, как-то там, скорее всего, еды еще мы на этот поищем. Так, что последний раз, да? Что там случилось? Вот она еще диван нашла, но в сомнительном состоянии. Такое себе. Еще один раз ты можешь. Ты 2 раза только. Кого ты там нашла? Какая-то женщина к нам пришла. Еще одна. Не, ну, кстати, много тусуется. Вот как-то в остальных городах, мне кажется, как-то поменьше народу было. Ну, короче, сейчас они докопаются, и мы поедем в Willow Creek. Willow Creek. Как вы видите, мы в Willow Creek. Наконец-то мы сюда приехали. Правда, там пришлось немножечко задержаться, но с хорошим поводом, я вам могу сказать. Сейчас я вам все расскажу. И здесь, как вы видите, зима, здесь снежок, а еще человек в пакете. У меня, кстати, практически никогда они не бывают в этих пакетах странных, но тут вот товарищ появился. Вот. Как вы видите, у нас такая гигантская сумма, 2600, потому что в самом конце наш Лори вытянул из мусорки холодильник хороший за 2400. Но он был, типа, в плохом состоянии. Я хотела его, на самом деле, оставить, но он такой прожорливый, он 10 единиц электричества жрет. А нам как бы вообще это я не знаю, сколько нужно пропеллеров поставить на крышу, чтобы это все как бы работало. Так вот, наш товарищ должен куда-то сесть и разместить свой компьютер. Я, наверное, не знаю, он замерзнет, интересно, на улице или нет. Воспользуйся, пожалуйста, переносным компьютером. Так, это ты, а это ты. Во-первых, у нас, возможно, уже можно разводить, да, можно разводить лягушек. Давайте тоже какую-нибудь песчаную. По-моему, соточка, да? Да, 100 семёнчиков. Ну, нормально. Ну, мы вообще сейчас себе можем ни в чем не отказывать. Главное, не забыть оставить 300 симулеонов, может, чуть больше на всякий случай. На момент того, что завтра, короче, по счетам надо платить. Ну, во-первых, собери воду. Отправиться на Нельзя ловить рыбу в такой мороз? Серьезно? Так, ну, на растения я не рассчитываю. У нас как бы надо ночевать здесь. Теперь я уже кот ученый, я уже все знаю. А вот покопать, я думаю, мы можем. И лягушки, я тоже думаю, что они не впали в какие-нибудь спячки. Посмотреть. А я думала, что это камушек на самом деле. Вот. Чё это, чё это, чё это? Это тоже растение, да? Да. Теперь непонятно, где растение. О, слушайте, потом они, может, пойдут покататься?
То они у нас работают, и как-то не развлекаются. Они все-таки подростки, как ни крути. Они обычные подростки. Можно тут даже покушать. А что тут у нас вообще? Чаечек, бейгли. Ну, короче, что-то можно согреться. Можно. Так, где были лягушки? Я помню, что они здесь были в изобилии. И где они? Я что, неправильно помню? Это все растения, да? Теперь, блин, непонятно, где можно покопаться, потому что камушки, мне кажется, здесь тоже были. Может, их нету сейчас, лягушек? Может, этих колод нету, где они прятались? Они же тут в таких... Нельзя же, да, тут ничего? Да, нельзя. Только воду можно собрать. Что, мы зря сюда приехали? Серьезно? Наверное, да. Наверное, зимой нельзя собирать лягушек. Вообще, по-моему, лягушки зимой в спячку впадают. Если так по жизни говорить. Мне кажется, что они впадают в спячку. И, наверное, тут тоже, типа, они у нас впали все в спячку, и мы сюда немножечко зря приехали. Что вот это такое? Ну, хоть что-то можно копать. Ладно, давайте отожмем с паузы. Я просто думала, что вот-вот будет лягушки, а лягушек-то и нету. Вот можно здесь хотя бы хоть что-то покопать. Ну, хоть совсем не зря приехали. Не совсем зря. Вот. Неправильно сформированное предложение меняет смысл. Так, ну что, все? И все. Кто тут на велике зимой опасно, между прочим, ездить. Какая стильная дамочка, смотрите, каких очечек. В ботинках фиолетовых. Крутая. С колечками. Как-то вот этих рандомных персонажей очень прикольных начали делать. Мне кажется, как-то они немножко изменились. Стали лучше и интереснее. Их интереснее стали одевать. Так, это тоже растение. Ну, тогда покатаемся на коньках. Так. Тебе-то вообще-то не просто так нужно этим всем заниматься, а с умыслом. Тебе нужно. Что тебе нужно? Тебе нужно писательство. А где писательство-то? Карьера, писать. Почему ты не можешь писать? Серьезно? Ну вот, он покопался. Короче, зря мы сюда приехали. Вообще. А ты себе взяла и отменила, да, все вообще? Ее вообще все напрягает, раздражает, похоже. И она из этого себе все отменяет, блин. Любительница отменить себе действия. Вот как-то Лори себе этого не позволяет. А Пайпер как-то периодически все отменяет. Вообще, что я там назначила? Это от велосипедов, интересно, дорожки такие пооставались. Мы, кстати, какую-то капсулу нашли. Можно же ее открыть, посмотреть. Открой, пожалуйста. Просто открой. Надо будет отдельно. Я думала, она так... она обходит. Я думала, что она... ну как она сюда перелезет, действительно. Давайте посмотрим, что здесь она найдет. Сейчас, короче, они докопаются и пойдут хотя бы на коньках покатаются, потому что... Короче, они оба из-за того, что в мусорке полазили, они не в настроении, мягко говоря. И, короче, смысла от этого всего мероприятия нету. Лягушек нету. И, наверное, даже в Оазис Спринг бесполезно ехать, их туда смотреть. Чё не появляется? Чё она выкопала? Непонятно. И сколько этот грустий стоит? Он стоит 155, это круто. Я считаю, неплохо. Хотя у нас, конечно, с деньгами все просто отлично. Сейчас мы сделаем небольшой ремонтец, наверное, в квартире. В доме, точнее, в нашем. Курюшка. Понятно. Она рыбу, что ли, нашла? Серьезно? А что там в этой капсуле было вообще? Давайте продадим курюшку, потому что она нам вообще... за 15... за 15 не будем продавать. Бессмысленное дело. Так, сяк. Пошли, короче, кататься. Потому что что-то как-то... А что изменить каток? Выбрать музыку. Выбрать освещение не будем мы. Иди, Лори, бери за руку и идите катайтесь.
Ну что ж, мы уже, конечно же, вернулись давно уже из катка, из Willow Creek. На самом деле это уже следующий день, как вы, я думаю, уже догадались, потому что мои детишки, которые еще детишки, на самом деле, подростки, в общем, долго они там пока катались, пока собрались до дома, пока доехали до своего домика, пока туда-сюда. Короче, уже было очень много времени. Но зато за счет того, что вчера мы нашли классный холодильник, и не только его, еще плиту мы нашли, которую, я не помню, я говорила о том, что я ее смогла починить и отмыть. Собственно говоря, вот у нас плита, которая работает без удобств. Вот, я пока у нас вот так вот сформировала нашу кухонную зону, потому что, конечно, вот эта штука хороша, потому что она дает больше возможностей на участке без без удобств, но она плохая. И, короче, им не нравится есть то, что приготовлено на этой штуке, еще, видимо, навыки не очень, и вот это все не очень, и им не нравится. Надо просто крутой гриль купить впоследствии, я думаю, потому что все-таки там есть какие-то блюда, которые лучше, и, в принципе, мне кажется, что как-то выгоднее за счет продуктов и всего прочего готовить на этой штуке. Вот, это следующий день, как я уже сказала, и у нас теперь вот так вот красивенько. Чё-то мне захотелось именно эти обои, они какие-то такие вот тоже флористические, какие-то такие натуральные. Не знаю, что-то в этом есть. Мне вот интересно, почему здесь такой ужасный стык сделали? Почему не этот, не продолжение? А везде стык, смотрите, какой тут. О, как это некрасиво, я ни разу не замечала как-то. Здесь есть красивый стык, а там нету. Просчет, просчет. А еще, наверное, все-таки я заменю эту дверь. Она, конечно, классная, но что-то как-то, мне кажется, она не вписывается. Вот. И вчера так и ничего не прокачали. Эти товарищи уже, кстати, пришли с учебы, у них все отлично на учебе, но они ничего не прокачали. Вот, поэтому надо, короче, этим всем заниматься. У нас опять она подавленная. Перестаньте на меня смотреть, перепады настроения. Она опять вот это вот ходит своей супер классной походкой, которую я обожаю. Обожаю. Пожалуйста, собери весь урожайчик. И собери, наверное, нам надо стирать просто аж кричить, потому что у нас тут уже воняет наша корзина для белья. Я думаю, что вы уже заметили, что я практически сделала им спальню. Ну, то есть, мне кажется, в принципе, здесь вот, ну, чуть-чуть здесь добавить, может быть, сюда картинку повесить или сюда картинку повесить, не знаю. На какой-то из вот этих стенок, скорее всего, пойдет полочка, где мы будем размещать вот эти все ракушечки, всякие статуэточки, вот эти вот, ну, короче, вот эту всю э, вот эти все атрибуты памяти, того, что, короче, мы хотим сохранить, я думаю, как раз будет идеальненько. То есть комната у них плюс-минус готова. То есть есть шторы, есть коврик, есть хорошая кровать, потому что сегодня они уже пожаловались на то, что, в общем, кровать-то у них не очень, вообще не очень. Я надеюсь, вы не замерзнете до смерти, как это бывает. Кстати, снег так и не выпал. При том, что он шел же, помните, тогда осенью шел снег. А сейчас не идет. Сейчас все цветет. Как тут красиво. Что-то здесь есть такое. Ну, в общем, красиво все цветет. Как-то это очень странно, мне кажется. Зима в самом разгаре, они вот так вот. Вот, я запуталась, что я хочу. Потому что нам надо и деньги зарабатывать, и навыки прокачивать, и все. Вот, видите, моя любимая супер быстрая походка. Я просто ее обожаю. А, еще у нас тут появился наконец-то заборчик. Он супер дешевый, но он есть, как бы, и окей. Моя любимая девочка. А потом пойди покушай, наверное. Я не знаю, там, по-моему, еще что-то осталось, мне кажется. Что-то мы там готовили на гриле, что им сильно не нравится, но зато можно поесть. Так, возьми остатки пищи, а ты приготовь. Ты, наверное, сделай домашку. У тебя все хорошо. Надо, кстати, попродавать эти проекты, потому что они нам не нужны. 100 не сотни стоят. 100 и 100. Окей. Даже они нам, в принципе, вообще. И пылесос тоже можно продать, потому что я отключила пыль. Да, я нехороший человек, но на участке без удобств пыль это просто пытка, честно признаюсь. Ну вот что ты не доел? Вот что ты бросил и не доел? Ты ж хотел есть. Перехотел? Ну, давайте выкинем. Мы можем 3 раза покопаться, может, нам еще что-нибудь выпадет хорошенькое. Но потом иди, у тебя с писательством вообще какая-то грусть, печаль. Вот вообще. Я, кстати, подумала над тем, что какое у него может быть хобби.
у нашего Лори, возможно, он станет стендап-комиком. Я вот подумала, у нас же есть клубы, где можно выступать перед микрофоном, рассказывать шутки. И, насколько я помню, там даже какие-то денежки можно за это получать. Ну, типа, какие-то там что-то кидают. Хорошие мои, такие они смешные. За этим столиком на улице сидят. Так, в общем, пока она кушает, у нее, кстати, с навыками более-менее все окей. Ей нужно еще бы обаяние подкачать, потому что научные исследования у нее 4, логика 4, это уже хорошо, и ей нужно обаяние. Где у нас комедия даже есть? Обаяние 3, вот как бы нужно немножко подкачать. Но перед этим, конечно же, мы покопаемся 3 раза, хотя бы в своем, и все. И потом она пойдет, наверное, у нас перед зеркалом репетировать, ободрить себя. Ну, ободри себя. Может быть, как-то полегче станет. Так, давай, наверное, тебе включим наушнички. Раз ты у нас такая подавленная, и все у тебя как-то не очень, так уж и быть. Сколько у нас там? 25 симулеонов? У нее там, кстати, куча растений. Вот, у нас еще один есть проектец. Так, подождите сейчас, чтобы я не продала что-то лишнее. Во-первых, цветочки. Так, у нас розочка. Отлично. Львиный зев. Нормальненько. И что у нас тут еще 54? Ну, отлично. На наушники я на себе точно заработала. В смысле, чтобы включить, потому что, как оказалось, на участке без электричества 25 симулеонов надо платить, чтобы включить. Ну, хорошо, что они вообще работают, на самом деле. Вот сейчас я подумала. Вообще отлично, что хотя бы за 25 симулеонов они все равно работают, потому что, конечно, наушники — это наше все. Они просто неимоверно спасают. Это прям вообще находка находок. Когда их добавили в игру, это было просто потрясающее, невероятное дополнение. Я считаю, это прям идеально было. Идеально, потому что все-таки их можно, во-первых, их дают бесплатно, не всегда, кстати, не сразу, не всем, но большинству. У меня как-то бывало случаи, когда не давали. У нас голосование какое-то. Блин, надо было следить за голосованием. Я забыла совсем про это. О, надо тебе, бусинка, отправить. Я хочу еще этот. Ай, надо помыть сначала. Усердно тери, пожалуйста. Так, что-то она там нашла, да? И потом горячий душ с паром. Прими, пожалуйста. Так, все, да? Так, подождите, домашнее задание выполнено. А что она еще нашла? Ничего она не нашла. Вторичное сырье и все, да? Вы только посмотрите на эту парочку, которая такая надменная, решительная, типа, у нас все не очень, но мы стараемся, у нас все получится. Мы, конечно, замерзли, хотим есть, устали и вообще. Кое-кто из нас, похоже, еще и пованивает. Но мы справимся, у нас все случится. Так, это следующий день уже, насколько я понимаю. Да, это следующий день. У нас кое-кто, видимо, покопался в мусорке, и теперь от него немножечко попахивает, что ему не нравится. Это, видимо, ей не нравится, что он попахивает. Но мы приехали сюда по другому поводу. Во-первых, я, кстати, забыла вчера домашку сделать. Вот давай-ка сделай домашку. Нам нельзя терять наш хороший рейтинг. А еще нам нужно включить наушнички. Опять минус 25. Ну ладно. Оно того стоит. Ретро. И что я еще хотела? Мы сюда приехали. Это наш общественный сад. Как вы помните, я тут напихала вот этих штуковин. И у нас накопилось очень много всего. И мы сейчас можем что-то создать, чтобы потом... где-то... Вот, кстати, нам нужна вот эта штука. Нужна. Давай-ка ее сделай, потому что наш ноутбук плохо все-таки работает с какими-то перебоями. У нас уже 3 этих штуки, 3 ветрогенератора. Ну, короче, какая-то не очень. В общем, все это происходит. Я надеюсь, ей хватит. Но я увидела вот какую вещь, что можно улучшить наш компьютер. Так, а чего ты? Ты вонючка, да? А здесь нету чего-нибудь такого? Ну, хотя бы ручки сходи помой. Можно же хотя бы ручки помыть? И тоже, наверное, тебе включить. И тоже нужно домашечку сделать. Вымой 2 раза ручки. Тебе полегчает, честно признаюсь. Кстати, он не копался в мусорке. Это она копалась в мусорке. Чё он так воняет при этом? Что это такое? Так, так. Сейчас, подождите, музычку включим. И потом тогда размещай свой ноутбук, потому что не удается ему там нормально посидеть.
за компьютером, ну, постоянно врубается. Так вот, я посмотрела в улучшениях, что можно, типа, приделать аккумулятор, ну, типа того, и будет работать, я так понимаю, без или с минимумом электричества. Я так понимаю, то ли он много тянет, этот ноутбук, то ли что. А чё ты не помыл ручки? Чё ты не помыл ручки? Ну что это такое? Почему они такие странные? Иногда. Я бы даже сказала всегда. Так, и почистить зубы. Это даст тебе уверенность, насколько я помню. Кстати, вы мне сказали, что, скорее всего, то, что тут все читали, это было какое-то... Что-то, короче, было. Какое-то распоряжение типа на участке, что там все должны читать. Но это было немножко странно. Надо, кстати, проверить все, что у нас там есть, какие у нас есть распоряжения, вот эти все штуки. Я забыла, как они называются. Ты делаешь домашку или нет? Или ты... Ясно. Новая стадия. Отлично. Прекрасно. Прекрасно, замечательно. И меня это вообще не раздражает ни разу. Ой, кстати, смотрите. Это получается окно, и эти полосочки, которые у нас там есть, сделано такое типа окно с полосочками. Очень даже интересно, кстати. Прикольно выглядит. М, Мне так смешно, когда они на этом детском стульчике сидят. А, Так вот, она, если наша Пайпер сделает вот эти вот детали для эко-улучшения, то, возможно, вот, по-моему, их 4 штуки, короче, там нужно, для того, чтобы улучшить. Ты напряженный, ты ничего не... Вообще просто какой-то. Какое-то что-то такое невероятное. Где ты вообще? Я тебя послала. Он вообще не доходит туда. Почему ты туда не доходишь? А я в женский туалет, что ли, назначаемую, наверное? Ипс. Да? Да, я ему в женский туалет назначала. Прости, дорогой, прости. Короче, я как обычная балбесина. Все нормально. Я в своем репертуаре. Ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. Как у меня что-то не получалось из-за того, что у меня что-то происходит, а не моих симов. Так это и продолжается. Так, сейчас у него будет получше. Я просто не знала, что здесь разделение на мужское и женское. Я что-то в последнее время я видела, что ну, они типа универсальные эти туалеты в большинстве заведений. Я такую штуку хочу себе, только разноцветную, которая, знаете, там, она из нескольких видов деревьев. Выглядит очень круто. Мне нравится. Я бы такую домой себе взяла, если честно. А что у нас тут есть? У нас тут есть какой-то грибочек смешной. Милый гриб. Тюльпанчик. Георгина и что? Помидор. Мы можем посадить и съесть. А взять мы можем? И взять мы можем. Но тут будут сажать. Окей. Так, нам папа звонит. Нет, пап, не можешь зайти, потому что мы не дома. Мы на общественном участке. Как-то так темно. Это типа вот зима. Темно просто все время. И холодно. Темно и холодно. Снега нет. Печаль. Вообще какая-то тоска. Немножко. Как ты долго делаешь домашку, слушай, а? А ты где, мой хороший? Ты там так и сел, серьезно? Что ты такое вообще, домашка? В общественном туалете, ну, бусинка. Ну, там не очень чисто. Каким бы ни был классным общественный туалет, это общественный туалет. Это не место для домашки. Надо, кстати, эту штуку купить тоже для украшения. О, тун-тун-тун, классненько. А что там еще есть за украшения на втором этаже? Ага, снежинки. Прикольно. Типа все к Новому году готовятся. О, слушайте, тут так красиво. Классно. Так, что-то кажется, что уже глубокая ночь, на самом деле нет. О, ну что здесь за картинка? Но мы не будем продавать. Но, кстати, нарисовать мы для себя можем. Вот для себя рисовать вполне, чтобы, типа, украшать свой дом. О, свет включился, хорошо. А тут совсем какая-то грусть, печаль, темнота и вообще. Так, ты же должна была уже доделать, нет? Что вы так долго делаете, а? Слушайте, надо ускорить, а то что-то как-то очень-очень долго. Ну, наконец-то. Прокачивать этот навык писательства не получается, блин. Потому что дома вот это вот энергии не хватает. Тут, пока домашку сделаешь, уже весь разбесишься, устанешь. Ну, видите, уже 9 часов. Полдеть.
Я вообще не знаю. Потому что, Сэмми, что ж такое, она меня вспоминает. Пайпер, она уже 4 до 4 вот логику докачала, дебаты и обаяние. Я думаю, что этого хватит. Я очень на это надеюсь, что этого хватит. То есть вот 3 ее основных навыка для ее факультета, они уже как бы есть. А у него как бы нет. И я переживаю, что ему не дадут поступить на тот факультет, который я для него запланировала. Ну, тот, на который он хочет, как бы. Потому что у него, что у него, дебаты, вот, дебаты у него только 3, писательства всего 2, и что-то ему еще надо было. И обаяние ему надо, у него с обаянием вообще 2. Так, навык производства, ну, наконец-то он доделал домашку. Так, в общем, как-то все немножко грустненько. Не получается как-то. Наш Лори отстает немного от нашей Пайпер. Наша Пайпер немного такая более собранная, более такая активная женщина. Вот она еще этот улучшит, возможно, их как его, ноутбук, потому что когда они поступят в университет, конечно, без ноутбука будет крайне-крайне затруднительно. О, опять все с книжками сидят. Вот, видите, вот улучшение, энергосберегающее топливный бак с эко-деталями. Вот эти вот я делаю. То есть, когда мы находимся на нашем участке, тут вот этот значок, который без удобств, я думаю, что он даст нам вот энергосберегающее это не то, ну, в смысле того, что, это топливный бак, ну, я надеюсь, он будет работать, короче, на участке. Ну, кстати, когда мы здесь включаем ноутбук, у нас тоже минус 25. Нам приходится платить каждый раз за каждое использование. И это прям немножечко напрягает. Ну, уже так поздно, им уже пора домой. Надо доделать эти штуки. Она уже все отменила себе следующую, видимо, нам не хватает деталей. Как я думаю, вы уже догадались, это следующий день. Да, мы вчера, в общем, не получилось у нас сделать как обычно. Всего, что я там надумала, не получилось. Они все уставшие, расстроенные, пришли домой, и это уже следующий день. И, как вы знаете, у нас зима в самом разгаре. Очень по-зимнему выглядит, не правда ли? Зато я купила светяшечки. Я купила эту штуку для, ну, коробочку. Я думаю, что мы, конечно, немножко поменяем, потому что вот здесь немного перебор получился. Немножечко перебор со светяшечками. Но неважно. Сегодня выходной. Сегодня праздник зимы. И мы будем праздновать праздник зимы. Вот, кстати, я купила вот эту вот штуковину, потому что все-таки на участке без удобств, без гриля очень сложно. Я его продала, когда хотела 3-ю турбину купить. Не хватало, я очень хотела срочно, и я, короче, продала. Думаю, да зачем она нужна? У нас же есть плита. Мы же из мусорки достали плиту, отремонтировали, все прекрасно. Но все-таки нет. Очень удобно с грилем, но у нас был плохой гриль, который выдавал не очень еду, она им не нравилась. В общем, я купила супер-пупер классный, самый-самый-самый лучший, потому что Лори вытянул холодильник и какой-то стол. Нам этого впритык хватило. Я там еще пару лягушек ну, размножила. В общем, смогла я это купить. Вот. У нас, кстати, еще тут созрели наши цветочечки. Мы сейчас тоже их продадим, у нас будет денежка. Но вначале мы будем украшать елочку. Да, у нас есть елочка. Мы сейчас ее будем украшать, потому что сейчас праздник. Все прекрасно. Мы сейчас будем петь песенки. Надо праздновать, надо как-то себя радовать, потому что они немного, в общем, зашлись в этом всем процессе зарабатывания денег, прокачивания навыков. О, давайте, кстати, давайте в синем цвете сделаем. Потому что что-то как-то я всегда золото красное, ну, в общем, как-то, мне кажется, в бело-синем я никогда еще не делала. Так, сделать с... У нас тут, конечно, такой сумасшедший выбор. Целых 3 варианта. Кстати, как-то очень мало, мне кажется. Может, они обновят это дополнение и как-то получше сделают. Ну, короче, украшайте елочку. Занимайтесь этим делем. Вот, потому что они как-то немножко перестарались. Они прям окунулись в это дело без отдыха, без продыха, без нормального общения. Они еще и не мало с друг другом общаются. Они когда были свободными людьми, они как-то чаще встречались, там созванивались, общались. А тут они, ну, как бы ответственности побольше. В общем, они постоянно тут чем-нибудь заняты, но только не общением. О, красиво, слушайте, красиво. Я, правда, наверное, никогда синее не делала. Так интересно. Вот, а еще у меня какие-то проблемы с этим домом, он мне не нравится. Не знаю почему. О, а мне кажется, я какую-то не ту сделала.
Надо, наверное, поменять. Потому что, мне кажется, к нашей елочке не очень подойдет. А проблема с домом в том плане, что вроде бы он мне нравится, на самом деле. Мне уже очень нравится, какая получилась у них комната. О, красиво. Комната спальни. Мне нравится, какой задний дворик получился. И мне, кстати, ванная нравится. Я там раковину наконец-то поставила. Сейчас я вам покажу. Пока они тут доукрашают елку. А потом зажгите ее еще, пожалуйста. Не, мне кажется, все-таки этот надо поменять. Украсить, управлять, испортить. Нет, испортить не надо. Ладно. Зажечь елку. Вот, зажгите, пожалуйста, елку вместе. И спойте песенку вместе. О, у нас еще кто-то есть. Соу? Она у нас где-то есть. Она пришла к нам в гости. Прикольно. И положи, пожалуйста, гору подарков. Вот, смотрите, какая у нас получилась ванная комната. Я купила вот эту вот раковину, потому что она работает без, как вы знаете, без удобств. Вот, душ, который нам из этого достался, из мусорки, и туалет, который тоже хороший, но работает без удобств. Мне кажется, очень даже симпатично получилось. Мне нравится, честно признаюсь. И я хочу вот сюда еще поставить ванную. Ну, просто отдельную ванную. Мне кажется, будет окей. Надо повесить тогда будет какой-то светильник, ну, повесить на стену. Вот, какую-то свечу надо повесить. И будет уже очень-очень круто, потому что, вот видите, здесь классно. А вот это вот какая-то такая комната, не знаю, она какая-то никакая. Не знаю, что мне не нравится, еще мне так раздражает, но какая-то она такая странненькая, если честно. Может быть, надо убрать вот эту вот дверь. Хотя она классная. Ну, типа, у них классный вид на задний двор. Все прикольно, как бы замысел хороший, но как-то воплощение, мне кажется, немного подкачало. Так, они зажгли, отлично. А где Соу? Она же вроде предполагала, что она у нас тут. Ну, он хорошо поет. Прикольно. Так, а что ты собралась есть? А, ты пиццу собралась есть. Угу. Так, у нас еще Дед Мороз. А почему мы грандиозный ужин? А, потому что он подросток. Нужно еще открыть подарки. Нам надо их положить сначала. Я ж тебе вроде бы сказала. Я ж тебе. Я ж тебе сказала. Искать, выбрать. Вот давайте выберем для... Что у нас? Вот, изгородь. Для изгороди давайте вот этот. Потому что у нас сильно длинная штука. Мне кажется, она как-то все-таки переборчик. Так, у тебя все отлично. Ты счастлива безумно. Давайте, наверное, сразу откроем подарки и поедем на общественный участок. Потому что вот мы как бы так все это отпраздновали, мы молодцы. Праздничный ужин нам сейчас не нужен, но мы не можем его как бы, потому что мы подростки. Все мы подростки. Вот, так. А что, ты доела, типа? Так, почему он так и не положила подарки? Я не понимаю. Так, она у нас продает цветочки. Мы сейчас будем просто мега богатыми людьми. Вот я надеюсь, что... О, отлично. Вот это надо немножко... Я перестаралась. Хотя надо было, наверное, с фундамента убрать. Не знаю. В общем, как-то вот вдвоем они плохо смотрятся. Насколько я люблю светяшки, но когда вот 2 пары светяшек, то это как-то немножко перебор. Хотя на их фундаменте прикольно смотрится, потому что фундамент приподнят и как бы пустой там внутри, то оно выглядит очень даже интересненько. Неинтересненько. Так, все, ты закончил, да? А что ты пошла делать? Ты пошла мыть посуду. Съешь, пожалуйста, пиццу, потому что ты голодный. Доешь, точнее. Сейчас они тогда доедят, и будем открывать подарочки. Подарочки. Слушайте, подождите. Подождите. Я хотела проверить, что у нас тут с инициативами. Голосовать. Ознакомьтесь со свежими... Вот, комплекс мер. У нас такая программа. Старые добрые. Угу. Очки влияния. У нас с пакетом на голове. Не люблю эту штуку. Экологические бытовые приборы. Ага.
Это все, что мы. Это то есть то, что мы голосовали, и, собственно говоря, оно так и осталось. Ну вот можно еще что-то интересненькое. Что можно еще интересненькое? Тренировки, день без электричества, модернизация. Расстраивайтесь из-за состояния нашего прекрасного порта. Проголосуйте за дополнительное финансирование проектов модернизации, чтобы помочь восстановить район. Усердная работа, финансирование. Слушайте, это прям... Мы же тут живем, да, это эко-программа. Можно дальше продолжать. Круто, я не знала об этом. Угу. Учтем, учтем. Когда там в пятницу, да? Слушайте, прям круто. Я не знала, что можно продолжать голосование. Помогите порт. Короче, можно его еще улучшать. Круто. Круто. Я не знаю всю эту систему. Я немножко пропустила мимо себя. Ой, я забрала у него тарелку прям из-под рук. Нехороший я человек. Так, давайте вместе откроем подарки и поедем дальше работать, потому что... Так, вы зажечь... Так мы же вроде зажгли уже елку. Удалить. Нет, нет, нет. Я не туда нажала. Вот сюда. Открывать подарки с... Вот, открывать. Открывайте подарки вместе с Пайпер. И дальше поедем отмечать на общественный участок. У нас такая красивая елка, она такая классная. Я надеюсь, у тебя уже будет праздник весны. Так, сейчас наша Пайпер к тебе придет. Потому что у этой уже все отлично. Она сейчас еще подарки откроет, и вообще будет прекрасно. Угу. И что нашей Пайпер подарили? Ей подарки не было ничего, кроме грусти. Серьезно? Это какая-то печаль. А ему подарили игровой коврик, датчик движений. О, а чё так круто? А почему Пайпер не повезло? Я не поняла. Почему? Что вообще с Пайпер? Нет, давайте еще разочек. Можно же повторно это сделать. Потому что Пайпер не повезло. Ей какой-то подарочек не достался. Давайте еще раз. Посмотреть подарок, добавить, открыть с... Почему нельзя открыть? Ну, потом придем, короче, с общественного участка еще раз откроем, потому что ей как-то не повезло. Кстати, надо посмотреть, что там Лори выпало. Но все равно. Вы только посмотрите, какие у нас тут очаровательные малышки. Санта-Клаусы. Я что-то такого не видела давненько, и они прям так вдвоем пришли к нам на участок. Очень смешные. Ну, очень очаровательные. Они мне очень нравятся. Так вот, мы приехали с общественного участка, как вы видите, как обычно, все не очень. Но зато мы там кое-что переработали. Вот помните, у меня тут застрял такой какая-то платформа. Вот, лежак-варвар. Я случайно переработала не то. Вы представляете, игровую приставку этого Лори я переработала. Прости, я думала, что я вот этот лежак переработала. Обалдеть. Ай, какая печаль. Давайте еще раз все-таки откроем подарки. Я, короче, не хороший человек. Переработала подарок Лори. Ну, отправила его в топку. Какой кошмар. Почему она не зажжённая? Или она... ясно, все понятно. Давай еще разочек откроем подарки с Лори. Вот. Ой-ой-ой. И на самом деле я наконец-то 4, короче, у нас этих штуки. Где они? Вот они. Давайте их передадим Слазу Лоли, потому что он будет у нас все это чинить. Давайте, идите, пожалуйста. Открывайте подарочки. Я надеюсь, в этот раз как-то будет повеселее. Да, я знаю, малышка, ты хочешь кушать. Сейчас он хочет спать, она хочет кушать. Но открывайте подарки. Открывайте подарки. Мы должны узнать, что у вас там. Железная дорога, служебный вагон. Это, наверное, какое-то украшение, слушайте. Это очень круто. Это очень-очень круто. А теперь что Лори подарили? И что-то хорошее, похоже. Макет самолета? Круто, круто. Я... Смотрите, какой довольный. Я довольна тоже. Что ж, я думаю, что на этой веселой ноте мы закончим, потому что уже очень много чего в этой серии случилось. Я думала, что она будет просто ужасно скучная, честно. Но получилось очень даже неплохо. В следующей серии вас ждет еще больше всего, потому что у нас там есть 2 очень важных действия, которые мы должны сделать. Мы сейчас к ним подготовились. Я думаю, вы догадались, о чем я говорю. Но в любом случае подписывайтесь, ставьте лайк до следующих серий. Пока-пока.